Итак, друзья, всем доброго вечера. Всем привет. И эм, сегодня у нас встреча, посвященная криптовалютам, трейдингу и тому, как реально в них можно зарабатывать. Мы научились и готовы с вами этим поделиться. Главный эксперт и спикер у нас сегодня Артем. Я, так сказать, я модерирую чат, отвечаю, читаю вопросы ваши, и иногда, если это потребуется, то перевожу сложные термины, которые очень любит Артем, на обычный язык всех гуманитариев и всех блондинок. То есть не стесняйтесь задавать вопросы, если вам что-то понятно, обязательно разберемся. Итак, Артем, давай пару слов о Я себе сразу и скажу, что, сразу скорее всего, у погнали. вас вопросов будет очень много, и поэтому пишите их, не стесняйтесь, это нормально. Будет много всяких терминов сложных, которые первый раз услышите, ничего страшного, в этом надо разбираться потихоньку. Давайте познакомимся для начала. Меня зовут Артем, и последние 20 с лишним лет я занимаюсь тем, что программирую все подряд. Я сам по образованию программист со сложной специализацией программист-математик когда-то давным-давно. И так получилось, что я уже там еще 20 лет назад занимался разработкой всякого разного софта для фондового рынка. Я писал под заказ роботов, программировал собственную торговую систему, которую мы торговали со сложными опционно-фьючерсными связками. Есть такой даже скальперский стакан Артема Крамина. Если погуглите, то сможете найти ссылки на всю эту историю, тоже достаточно долгая, давнишняя. Вот. Но последний так получилось, что в общем, последние где-то лет 10 я занимался больше офлайн бизнесом. У нас в Ксении была школа танцев своя, Пепперминт кафе. Мы там открывали франшизу, которая до сих пор, слава богу, работает. Эскейп-румов в Нью-Йорке, в Лондоне там, и так далее. В общем, все это было офлайн. И в результате мы всю эту криптовалютную историю прохлопали, схватились уже достаточно поздно, в 2017 году, когда биток уже 3000 стоил, и было поздно что-то там майнить и делать, но у меня тогда была мысль попробовать сделать ICO, мы даже уже заверстали сайт, написали white paper под наш офлайн бизнес, как раз мы хотели собирать денег, но вовремя остановились, и все, в общем, умный человек подсказал, что ICO кончились, и уже там денег не собирает никто, и мы вовремя перестали все это делать. Тут на нас свалился замечательный карантин 2 года назад, мы заперлись у себя дома, сидели, думали, чем бы нам заняться дальше. Ксения, в общем, меня подуживала, все, давай, смотри, вон там люди по 3% в день колотят на криптовалюте, у тебя должно получиться. И, в общем, я попробовал, поскальпировал, увидел, что там реально 3% есть, там, правда, есть что вынимать. И с тех пор сидел, занимался, вот больше года сидел, занимался разработкой. В марте прошлого года я это все дело начал. Вот. В общем, хочу рассказать вам о том, что у меня получилось на выходе. Значит, во-первых, нам надо договориться об одной очень важной гипотезе основной, на которой базируется вся торговля, которую мы сейчас ведем, потому что это такая важная договоренность, от нее все дальше строится, и нам важно понимать, что мы с вами, так сказать, думаем одинаково. Суть в том, что я верю, что криптовалютный рынок в целом, как явление, с нами надолго, и он будет расти, скорее всего, дальше. Я вижу, что это происходило достаточно долгое время в прошлое, и верю в то, что и в будущем будет происходить все то же самое, и будет такой же рост, и постепенно вся эта история станет абсолютно легальной, хотя сейчас она уже тоже, по крайней мере, не незаконная. Вот. Чем дальше, тем больше будет официального признания. Вон, Россия собирается крипторубль свой запускать в следующем году. И я думаю, чем дальше, тем больше это будет происходить. И это важная, так сказать, установка, от которой мы двигаемся дальше. Торговля вообще, как таковая, она бывает очень разная. Вот, как я уже сказал в самом начале, когда я все это дело пробовал год назад, я пробовал скальпинг. Это такая торговая система, которая имеет свои правила, потому как ты открываешь, закрываешь позиции, много сделок в течение дня делаешь, но она ручная, ее невозможно запрограммировать, ты должен сидеть, смотреть в рынок, смотреть в стакан и делать сделки руками. Вот. У меня было большое желание сделать это механически, чтобы торговая система работала сама без моего участия. В результате я перебирал варианты, которыми можно было воспользоваться, и вот на одном из них остановился и запрограммировал в результате. И сейчас это работает в полном автомате. Мы с вами сидим, у нас подключено 50 счетов инвесторских, на каждом из них сейчас открыты десятки заявок.
пока мы будем с вами разговаривать, рынок будет расти, рынок будет падать, новые заявки будут ставиться, новые сниматься, кто-то будет исполняться, какая-то прибыль будет фиксироваться, все это будет в автоматическом режиме абсолютно делаться. Значит, торговая система и сама стратегия базовая, да, которая используется у нас в работе, она очень известная. Я уверен, что если вы хотя бы чуть-чуть делали ресерч какой-то на эту тему, вы про нее слышали. Она сейчас активно называется, и везде, где кто ее торгует, ее называют сеточной торговлей. Когда ты ставишь много заявок на покупку и на продажу сразу, встречных друг к другу на каком-то определенном расстоянии, и торгуешь актив, покупаешь актив каждый раз, когда он немножко дешевеет, а когда он начинает растать, ты его начинаешь продавать. У тебя получается, что ты покупаешь, продаешь. Вот здесь есть на рисунке как раз пример приведен, в каких моментах можно было бы делать сделки по этой торговой системе. Видите, да, цена начинает падать фиолетовым, мы покупаем, цена начинает отрастать, зелеными мы продаем в этот момент. Как бы в базе стратегия очень простая, известная миллион лет, и ее на самом деле очень много народ торгует. Тут нет никакого секрета, я рассказываю об этом прямым текстом. Но, Значит, как почему? всегда, есть нюансы. Да, безусловно, нюансы есть, и мы сейчас про них и поговорим. Почему вообще, в принципе, эта торговая стратегия так популярна сейчас на фьючерсах? Если там 10 лет назад с биткоином работала история «купил и держи», и ты мог сделать 10 иксов за год просто за счет того, что ты сидишь и не дергаешься, сейчас, к сожалению, уже это перестало работать. Вот смотрите, график битка за прошлый год, и видно, что ты по какой цене его купил, по такой бы цене ты его в январе этого года и продал. Профита там не было никакого. При том, что волатильность на самом деле на инструменте была достаточно большая, он сильно вырос, сильно упал, много чего происходило внутри этих дней. Как бы события-то какие-то происходили, а по факту ты бы вышел с тем же, с чем зашел, ничего бы не заработал на выше. Поэтому как раз сейчас трейдеры начинают искать какие-то другие варианты. Если раньше холд был такой классической торговой стратегией с криптой, сейчас все ищут более активное что-то внутридневное. И если мы переложим вот на этот график, который здесь был за прошлый год, как раз нашу стратегию, по которой мы покупаем каждый раз, когда что-то на рынке происходит, и продаем, когда цена отрастает, то тут наглядно видно, что сделок было бы просто на порядке больше. И, конечно, каждый раз вы зарабатывали бы немного. Да? Вот это каждое движение, которое здесь стрелочками на графике отмечено, это небольшая прибыль. Но из-за того, что сделок много, они происходят постоянно, они суммируются, и в целом получается уже неплохо очень. Вот. А если сравнивать с доходами на банковских депозитах или с доходностью офлайн бизнеса, то там разрыв вообще получается колоссальный и очень интересный. Поэтому. В общем, А, в базе это вот такая вот торговая стратегия. Давайте здесь я прокомментирую пару слов, что Артем действительно редкостный зануда, прямо скажем, и человек, который не верит ни в какие прогнозы, а верит только в статистику, только в цифры. Вот сейчас множество экспертов, да, которые говорят, глобально будет то-то, кажется, тут на картинке вот какая-нибудь фигура, да, смотрят там, анализируют всякие диаграммы, там, какие-то графики, строит прогнозы на основании каких-то там своих гипотез, там, домыслов, то это вот немножко другая история. То есть здесь мы используем только статистику, которая вот абсолютно сухая, как бы прямая, да, которую невозможно обмануть. И по факту нам получается, что неважно, куда глобально двигается рынок, да, из-за того, что вот эти маленькие движения, задерги есть всегда, то на них мы успеваем зарабатывать прибыль. Правильно? Да, все верно. У нас стратегии не трендовая, нам не важно, растет рынок в целом, падает рынок в целом. Нам важно, чтобы была волатильность в принципе. Самое худшее время для нас – это когда на рынке ничего не происходит. Мы, например, ничего не зарабатываем обычно в субботу и воскресенье, потому что нету в этот момент торговли никакой, ничего не происходит. Вот. А хороший заработок обычно на буднях, когда движуха сильно. Поэтому, в общем, это важно иметь в виду, что волатильность для нас важна, направление движения не так сильно важно. Вот. Давай дальше. Как бы внимательный читатель, который тут с тобой смотрит, скажет, да, окей, у вас, конечно, клевая торговая система, но что вы будете делать в тот момент, когда цена начинает валиться и падает сильно все упало?
Такие ситуации на рынке действительно бывают. И вот, например, декабрь, январь, которые вот у нас прошли недавно, были прямо образцово-показательные. Биток упал там на 50% в это время. Я находился все это время в рынке и могу вам сказать, как всю эту историю видит наш бот и что он в этот момент делает. Тут, значит, надо сказать, что это не случайно так получается, а это целенаправленно была моя работа настроить риски внутри бота таким образом, чтобы вот на таких сильных просадках, которые происходят, суммарная аккумулированная вот это вот отрицательное PNL на счете, которое образуется, чтобы оно было не больше, чем текущая просадка по биткоину. Как бы это главный индикатор на крипторынке, и с ним очень удобно все это дело сравнивать. Биток упал на 10%, мы накопили PNL на минус 10%. Биток упал на 50%, мы накопили PNL на минус 50%. Это вот очень простая механика, которую я внутрь бота закладывал изначально. И что получается? Помните самое первое условие, о котором мы с вами договорились, что я лично верю в то, что рынок рано или поздно отрастает, и он не будет падать бесконечно, и в какой-то момент мы все равно вернемся как минимум к тем уровням, с которых начинали падение. И наш опыт показывает, что, ну да, действительно так оно происходит, через какое-то время падение прекращается, оно сменяется ростом, рост сменяется боковиком, потом он может опять упасть, опять отрасти. Это такая вот история бесконечная. Самая главная задача моя как трейдера была в том, чтобы настроить риски внутри системы таким образом, чтобы PNL наш внутренний, нашей торговой системы был не больше, чем просадка по рынку в целом. Как только мы это условие выполняем, это означает, что наша торговля будет длиться бесконечно долго. Как бы вот рынок сегодня просел на 30%, у нас минус 30%, но профит продолжает стучаться. И, в общем-то, нам без разницы. Мы можем месяц просидеть в таком режиме, 2 месяца можем просидеть в таком режиме. Это не имеет большого значения. Да? Оно работает, самое главное, мы вынимаем деньги из него, ну и все, значит, мы продолжаем работать дальше. Исторически... Тут еще хочу добавить, что это не сразу такое чудо получилось из воздуха, да, что пока все эти настроились коэффициенты и пропорции, что ты слил не один депозит. Да. 5 маржин-колов я успел получить, 5 раз обанкротиться, просто пока я настраивал всю эту систему, потому что это сложно посчитать теоретически. Ты должен в реальной жизни, вот у тебя биток упал на 20% за один день, и тебе надо посмотреть, как это будет происходить. Тут еще надо сказать, что мы торгуем сразу корзинку, большое количество инструментов одновременно, а там сразу вся эта сложность системы, сами понимаете, возрастает на порядке. Очень сложно это вперед прогнозировать, как она себя поведет. Это можно только увидеть вот в реальной жизни. И поэтому пришлось все эти шишки собирать. Я весь этот прошлый год, который вот проводил, как бы у меня основное время именно это заняло. Запрограммить базовую логику – это как бы 2 странички текста, там немного работы. Вот. А вот правильно все это рассчитать, подобрать, посмотреть, как все это, еще надо пережить все эти периоды просадок сильных, вот тогда ты начинаешь понимать, как это работает. Давай, вот, погнали это как дальше. бы то, что касается худших сценариев развития. Значит, теперь про всякие интересные фичи, которые в нашем боте заложены. Во-первых, мы достаточно широко диверсифицированы. Бот в моменте смотрит вообще весь рынок, пылесосит все фьючерсы, которые на Binance торгуются, смотрит, что там у них в моменте происходит, и старается подбирать только самые волатильные из них в моменте, для того, чтобы количество сделок было как можно большим, чтобы прибыль была как можно больше. Вот. Поэтому все смотрят. Открывают он, конечно, не все. У нас есть вот эта вот стратегия money management, зашитая внутри, которая ограничивает. Она говорит, что вот у тебя счет маловат, тебе вот больше там 5-6 инструментов открывать нельзя, это будет слишком рисково. А у тебя счет хороший, большой, можно тебе 30 открыть нормально. Вот это тоже внутри бота часть как бы торговой системы. За счет этой диверсификации мы, в общем-то, не сильно привязаны к биткоину. Очень часто бывает так, что какие-то отдельные сумасшедшие альткоины, которые продают кроссовки какие-нибудь, начинают вдруг бурно расти в моменте, и мы, естественно, на этом росте тоже зарабатываем, при том, что биток может стоять на месте в это время, и ничего не происходит. Вот. Ну, мы можем там вот морозить отдельные позиции и так далее. Помимо этого, естественно, в системе всегда есть какие-то вот тонкие настройки. Как бы ты принимаешь кучу процессов, вот пока ты программируешь всю эту историю, ты принимаешь кучу решений, там, какого размера сделать шаг, каким объемом усредняться в каждом отдельном случае, сколько инструментов торговать, что делать, когда цена упала и лежит, и никуда не двигается долгое время по какому-то инструменту. Как бы вот таких моментов их много,
и то, каким образом ты на эти вопросы для себя отвечаешь, формирует в целом твою торговую систему. Поэтому они все друг на друга не похожи на самом деле. Вот то, с чего я начал, сеточная торговля, да, куча народу торгует сеточную торговлю, но в конечном итоге все работают по-разному, результат у всех разный получается. Это происходит как раз именно вот из-за этих тонких настроек, которые у всех очень разные. Вот у меня они каким-то образом сделаны за счет вот этого года тестов, там, проб, да, и ошибок. И вот оно работает так, как оно сейчас работает у нас. Давай же покажем уже, как оно работает. Сейчас дойдем до Самое результатов. интересное. Сейчас у нас вся эта история крутится на Binance, там торгуется фьючерс и спот. В ближайшее время будут подключены децентрализованные биржи какие-то, скорее всего, DX, DY. Ну, в общем, в основном все это на Binance фьючерс работает. Результаты. Вы просили найти результаты вам. Значит, тут ремарочка маленькая. Я сам активно торгую где-то с осени прошлого года, ну вот как бы нашибав всех шишек, сделал все настройки, где-то с ноября там у меня все это включилось, нашло работать. А публичная торговля у нас запустилась в середине января 2022 года, ну то есть уже там больше 4 месяцев накопилась история, это хорошо. В общем, считается типа норм, когда вот эти 4 месяца истории, уже можно доверять чему-то. Тут есть ссылочка, можете пройти по ней, посмотреть. Там в режиме реального времени идут данные с моего счета, который я запустил вот в январе, и ничего там не делаю все это время, он как вот запущен был, так и торгует без остановки. Более 50 инвесторов счетов мы тоже сейчас подключили. У всех одна единая стратегия работает, но, опять же, у всех разный объем денег на счетах, кто-то спот, кто-то фьючерсы, и поэтому результаты будут немножко у всех отличаться, но суть примерно одна и та же. Как бы мы в целом, вот тут есть у меня под словом текущие результаты, доходность, которую мы показываем на своих счетах, которые мы видим на своем счете, это вот где-то в диапазоне от 6 до 30% в месяц у нас получается делать. И, в общем, ну вот вы можете это посмотреть хотя бы вот по этой ссылке с публичной статистикой, проверить мои слова. Вот эта цифра, которую мы получали на публичном счете, если вы по ссылочке пройдете, посмотрите там вот этот вот график, на котором в режиме реального времени показываются все результаты, как у нас идет торговля. Можно, кстати, увеличить картинку экрана, и тогда у вас увеличится крупно. Давай я на всякий случай прочитаю. Это январь прибыль 12%, февраль 6%, март 16%, апрель 5%. Апрель был самый неудачный месяц, но сейчас, надеюсь, волатильность была маленькая, опять же, да, я надеюсь, сейчас все разгонится и дальше будет лучше. А у нас еще в системе предусмотрены так называемые отсечки, во время которых мы останавливаем торговлю для того, чтобы начислить нашу партнерскую комиссию, чтобы у людей была возможность вывести деньги, завести. И в этот момент людям приходят вот такие вот письма счастья в боте, в которых показывают, сколько они заработали, рассчитывается доходность, которую они получили. В общем, если вы придете в наш чат, там в конце, наверное, будут ссылочки, да, всякие, инвесторские, то можете посмотреть, там, отлистать назад по истории, люди пересылают, все очень любят хвастаться своими результатами, естественно. Вот, там все это от реальных людей есть. Угу. И, кстати, давай проговорим это, что доходность от месяца к месяцу, она разная, и это нормально, да, потому что в рынке не существует гарантированной доходности, чтобы вы понимали. Если вам кто-то обещает гарантированную какую-то сверхдоходность, то, скорее всего, это какой-то лохотрон, пирамидос, и вообще бегите оттуда, да, потому Но что да, рынок... даже не про сверх, а любая гарантированная доходность не может быть, как бы ты не можешь обещать вообще нисколько гарантированно. Это Да, да, всегда некий... даже условная там банковская система, которая говорит, что гарантирует, гарантируем, ну, на самом деле, как бы гарантий вот в мире не существует так объективно. Вот. То есть рынок – это штука живая, да, в нем есть свои как бы движения, но вот тенденция, статистика уже говорит о том, что вот такая доходность абсолютно реалистична. Все верно. Самый главный вопрос. Вы скажете, окей, вы меня убедили, расскажите теперь, как к вам подключиться. Не знаю, спросит кто-нибудь сегодня у нас. Значит, смотрите, у нас есть несколько вариантов подключения к системе, они принципиально друг от друга отличаются, потому что там разные механизмы подключения. Я сейчас постараюсь бегло по ним пройти, отмечу основные отличия друг от друга.
то, чтобы в целом объяснить. Вот в деталях, если вам нужна будет информация, у нас есть отдельная презентация, в которой мы про это рассказываем, поэтому, в общем, сейчас так, укрупненно. И уже Значит, можно задавать вопросы параллельно, потому что вопросы и по стратегии, или по этим способам подключения пишите сразу, мы их потом будем как раз все разбирать и отвечать. да, согласен. Значит, итак, первый вариант подключения к нам – это торговля через прямой IP. У Binance есть очень удобный способ подключения торговых систем, когда вы заводите там свой личный счет, создаете там, заводите там фьючерсный кошелек, заводите туда деньги и просто даете боту пароль и логин, грубо говоря, для доступа для торговли. Схема крута тем, что у бота будут права на покупку и продажу фьючерсов, но бот не сможет ничего с вашего счета вывести. То есть вы 100% контролируете ваши деньги, в любой момент можете торговлю остановить, видите все, что на вашем счете происходит. Очень прозрачно, понятно, спокойно, стабильно. Такой классический, опять забыл я это слово. Консервативный метод. Консервативный способ, да. Очень прозрачный. Ты внимательно, да, это не вы даете не логин, пароль от своего кабинета Binance. Нет, нет, нет. Счет ваш собственный, на нем лежат ваши собственные деньги, вы их никому не отправляете, никуда не пересылаете, вы даете боту право доступа к торговле. Да? Это называется подключение через API, причем только для торговли, но не право выводить. То есть прям все сделки у вас в кабинете видны, они абсолютно прозрачные, они там сами такие открываются, закрываются, хо-хо-хо, но на самом деле этим управляет мозги, да, это сама программа Zero to Hero, которая лежит на сервере. Да, у нас есть специальный сервак, который стоит в облаке в Японии, специально неподалеку от биржи Binance, для того, чтобы быстро все там анализировать, это быстро работало. В этом смысле все, слава богу. Извини, перебил тебя. Нет, все, давай дальше. Ну вот, окей. Это вариант с подключением через прямой API, классический способ такой. Другой вариант есть, который мы запустили вот буквально несколько дней назад. Суть его состоит в том, что вы покупаете у нас специальный токен, и за счет этого ваши деньги попадают в общий инвесторский пул, и мы торгуем на весь этот пул сразу одновременно для всех инвесторов. Схема похожа, если вы в России покупали когда-нибудь паи в инвестиционном фонде ПИФы, вот это вот примерно вот такая же история, просто в качестве единичной акции в таком ПИФе у нас здесь специальные токены. Вот. По большому счету этот метод очень похож, сама торговля, очень похожа на торговлю с прямым подключением к API. Мы ее добавляли, потому что у некоторых инвесторов нет возможности завести счет на Binance. Например, для России крупные счета вообще забанили, ты больше 10 тысяч долларов завести не можешь, в принципе, теперь. Вот. Есть страны типа UK, Италии, Германии, в которых невозможно торговать фьючерсы на Binance. Закрыта там такая возможность. В общем, вот для всех этих инвесторов как раз есть возможность подключения через покупку токена с фиксированной ценой. Механика очень простая. Мы в начале торгового периода выставляем токены на продажу по единой для всех инвесторов цене, $1, например. Кто хочет, все заходят, покупают. И тут эта покупка, обратите внимание, она делает через кошелек MetaMask, который децентрализованный. Там нет никакого KYC, никто не спрашивает, кто вы и откуда. Вот. А саму покупку вы делаете на бирже OneInch, которая тоже децентрализованная. Это тоже биржа без KYC, без всяких проверок и так далее. Вот. В результате получается, что схема анонимная. Кто-то зашел, кто-то купил токен. С какой вы стороны, кто вас не проверит. Вот. И при таком подходе у инвесторов, у которых нет возможности торговать на Binance, они таким образом могут с нами вместе двигаться. По большому счету, видите, да, тут видно, что OneInch для нас здесь как некая прокладка между трейдером и Binance просто работает. Ну вот, все люди скинулись в общий пул, мы поторговали какое-то время, получили прибыль, прошла отсечка, ну вот месяц, может быть, 2, это по-разному бывает. Вот. После того, как мы зафиксировали прибыль, мы забрали из нее свою комиссию, а оставшиеся все деньги мы направляем назад на биржу и выкупаем у наших инвесторов токены по цена размещения плюс прибыль. Таким образом, все инвесторы, кто хочет в этот момент, отдают нам свои токены назад, забирают к себе свои деньги вложенные и прибыль, которая была получена. Вот, если ты не хочешь, ты можешь оставить себе этот токен и пойти на следующий цикл еще раз. То же самое будет происходить.
давай на примере, да? То есть, предположим, в начале цикла В начале цикла токен. ты пришел, принес свои $100, например, купил на них 100 токенов. Мы завели их на Binance, торгуем. По итогу месяца мы сделали 10% прибыли. Это то есть $110. Из них мы удержим 30% своей комиссии, останется $107, которые мы направим назад на биржу на то, чтобы выкупить те же самые токены, но по цене не $1 за токен, а $1 7 копеек. То есть мы выкупаем эти токены назад, инвесторы получают 7% прибыли. Все довольны. Уже получается. Такая схема хороша еще тем, что ты можешь на любое количество денег заходить. И если при прямом подключении к API тебе необходимо было $6000 для того, чтобы начать торговать, здесь можно хоть на $100 попробовать, вообще не страшно, да? А у нас за счет того, что это общий пул, в который мы собираем деньги от всех инвесторов разом, все равно набирается достаточно денег для того, чтобы весь наш money management, вот этот хитрый, про который я рассказывал, чтобы его можно было реализовать. В общем, поэтому здесь все так и работает хорошо. Вот, такая вот схема. Так, по этой части можно задавать вопросы туда же. И мы переходим к третьему способу Самый работы. интересный, на мой взгляд, способ, который мы запустили 1,5 недели назад, и прям видно, как там все развивается очень хорошо, это токен с плавающей ценой. Цена, которая может уменьшаться и повышаться наоборот. Тут немножко более сложная схема, но это самая сложная схема на сегодня. Постарайтесь, так сказать, разобраться, как это работает, и вы поймете, насколько это гениальная была вообще придумка, и как она хорошо вписывается вообще в криптовалютную всю историю, ну и в нашу бизнес-логику в частности. Здесь точно такая же история, что инвестор заводит себе кошелек на MetaMask, это опять же децентрализованно все работает. С этим кошельком он подключается на биржу PancakeSwap, на котором уже прямо сейчас торгуется наш токен Zero to Hero Bot. Люди покупают этот токен с рынка, и мы направляем эти деньги на торговлю на Binance. 30% от этих денег направляем в торговый счет, вкладываем, начинаем на них торговать. Как бы вот до этого места все выглядит точно так же, как в предыдущей схеме. Да? Там тоже биржа, на которой мы собираем деньги, которые потом направляем на торговлю на Binance. Но здесь есть одно очень принципиально важное отличие. Вот эта вот биржа PancakeSwap, она работает с автоматическим маркетмейкером, который формирует цену на актив в автоматическом режиме по алгоритму, исходя из спроса на этот актив. Чем больше на актив спрос, тем выше будет расти цена. И, значит, дальше что происходит? После того, как мы поторговали на Binance какое-то время, мы всю прибыль направляем на выкуп этих токенов с биржи по текущей рыночной цене. И получается, что таким образом мы формируем спрос на наш токен и толкаем его наверх каждый раз. У нас появляется драйвер для роста цены неограниченно долгий. Условно, если мы все скинули сейчас, положили свои деньги, у нас поторговался месяц, Binance начислил нам прибыль, мы выкупили на 7%. В следующем месяце еще на 7%, в следующем месяце еще на 7%. И таким образом мы постепенно толкаем цену наверх. Даже если у нас не приходят новые покупатели на наш токен, а как бы пул инвесторов один и тот же остается, цена будет потихоньку двигаться наверх. Но это только один из драйверов роста. Здесь у нас появляются другие люди, которые говорят: о, клево, у вас есть работающий механизм, который генерит прибыль по понятной механике, у вас есть понятная торговая стратегия, я тоже хочу купить такой токен, дайте мне немножко. И они точно так же начинают приходить на PancakeSwap и покупать там эти токены с рынка прямо. И, естественно, каждый такой покупатель, в свою очередь, тоже начинает толкать цену наверх просто за счет того, что он как бы забирает с рынка немножко еще этих токенов. Цена таким образом начинает расти, это уже спекулятивная история, так же, как она работает на рынке акций, например. Да? Если у вас есть акция Google или акция Apple, которые там выпустили новый клевый продукт, есть куча народу, которые говорят: эй, у этой компании есть будущее, я тоже хочу стать частью этой компании, начинают покупать акции этой компании с рынка, акция начинает расти. Здесь абсолютно та же самая история, что люди начинают покупать с рынка наш токен, он тоже начинает расти. И таким образом получается, что есть две как бы составляющие, которые толкают рост, толкают цену нашего токена наверх. С одной стороны, это результат нашей работы, прибыль, которую мы получаем. С другой стороны, это спрос от будущих инвесторов, которым все нравится, которые приходят и тоже хотят. Ну, в общем, такая вот очень простая схема. В ней очень круто, что вся вот эта вот движуха, она происходит в криптомире. Вы наверняка слышали про всякие разные там сторонние криптопроекты, которые запускаются там десятками постоянно, ежедневно, и у них во всех есть очень важные
так сказать, тонкое место, потому что все, вообще почти все, без исключения, ну, там, 95%, наверное, этих проектов пытаются найти какое-то, знаете, перекинуть мостик из криптомира в мир реальный, для того, чтобы сделать продукт, который бы генерировал для них прибыль. Вот, например, сейчас у всех на устах хайповая история с кроссовками. Вот это вот. Ребята выпустили токен, который там надо использовать для того, чтобы прокачивать свои кроссовки, в которых ты много ходишь, за счет этого тебе начисляются другие токены. Как бы они перекинули вот этот мостик в виде вот этих вот кроссовок в реальный мир для того, чтобы создать какой-то конкретный продукт, на который, как они думают, будет спрос, который будет толкать спрос на токен в свою очередь. Как бы, конечно, вроде бы здесь есть здравый смысл, и куча народу поверила в эту идею, поэтому спрос на этот токен появился, да, но это все равно некое допущение, некая условность. У нас здесь в нашей схеме деньги за крипту вообще никуда не уходят, да. Посмотрите, у нас инвесторские деньги приходят в виде крипты, мы загоняем их на биржу для того, чтобы обменять на наш токен, который потом торгуется на другой бирже, где тоже крипта, доход получается в виде крипты, который направляется на выкуп, опять же, крипты. Как бы внутри одной экосистемы все происходит, поэтому это очень нативная история, двигается все с очень маленькими издержками, комиссии везде минимальные, очень понятная сама схема сама по себе, как бы, ну, прям я рад, что у нас получилось все это дело придумать. Я Я думаю, что у вас чувствую, сейчас есть миллион вопросов, потому что капец как сложно. С первого раза, когда ты в это смотришь, ты ни хрена не понимаешь, это нормально. Давайте задавайте, я буду я отвечать. думаю, что уже все блондинки плачут в этом месте, потому что уже им стало тошно. Ну, на самом деле, давай я блондинкиным языком чуть-чуть поясню, что Давай. это такая идеальная модель рынка, да, вот как, я не знаю, на каком-то первом или втором курсе в универе мне рассказывали, да, основу там, теории экономики, про то, что вот существует такой идеальный рынок, на котором чем больше людей хотят продукт, тем больше на него растет цена. Тем, если продукт становится никому не нужен, то на него падает цена. Вот это как раз тот самый идеальный рынок. Просто в физическом мире такое редко случается, да, потому что есть какие-то форс-мажорные обстоятельства, есть какие-то регуляторы, есть там какой-то хайп, маркетинг, что угодно. А здесь это абсолютно прозрачно, это красиво, да, то есть когда цена формируется абсолютно рыночным способом. И, кстати, вот за последние вот уже сколько, эти несколько дней, как этот токен вырос, насколько он вырос? Что-то почти в 2 раза подорожало. Вот мы Вот. предложили его То есть, где-то примерно 10 дней назад нашим инвесторам, и вот за это время примерно в 2 раза подорожало. вот, то есть это уже вот за эти дни это рост в 2 раза, да, тот момент, когда можно было удвоить свой капитал. Самые шустрые снимают сливки всегда. И сейчас это, по сути, момент примерно, ну как, ну не знаю, узнать о компании Apple или Facebook, или Google, или еще какой-то, да, в самом зачатке ее развития, в самом начале. Это тогда, когда как бы еще никто не знает, но вы уверены, что там будет эгегей какой рост, да, и вот так делаются иксы по увеличению там в 10 раз, в 20 раз или больше. Вот, то есть сейчас уже как бы цена это вот показывает эту динамику. Это типа объяснила для блондинок, да? Конечно, мне кажется, все блондинки меня поняли. Вот там уже один человек, который все понял, Константин, пишет уже: пришлите мне адрес смарт-контракта. О, человек понимает, о чем идет речь, да. Пришлем обязательно. Они будут ну, в отдельном сообщении на канале, конечно же, инструкции, как это все найти, потому что это абсолютно все прозрачно, особенно если вы уже пользовались всякими кошельками и централизованными, и децентрализованными, то это вообще для вас будет 2 шага. Окей, давай, что у нас там дальше? Финальный слайд давай, который подытоживает как бы варианты подключений, в чем они друг от друга сходны и отличаются. Я, в То есть общем-то, все глобально, говорил сейчас. да, глобально у нас есть как бы фундамент, это сама торговая стратегия, которая профитная, которая уже себя как бы подтвердила, да, которая дает устойчивую прибыль.
Но есть просто к ней 3 способа подключения, как ее можно использовать, как из нее вынуть деньги. Давай. Да, все верно. Если у вас есть кошелек, ну, счет на Binance, вы завели там фьючерсный счет и можете положить туда деньги, то первый способ, самый простой, понятный, вы можете, вот сейчас мы закончим, и в течение 15 минут зарегистрироваться в боте, дать ему IP-ключи, и он начнет торговлю прям очень быстро. Вот. Это самый консервативный способ, деньги лежат на вашем счету, только вы имеете к ним доступ, в любой момент можно тормознуть торговлю. С недавнего времени у нас там появилась очень приятная фишка, что фиксация прибыли происходит перманентно, где-то 2-3 раза в неделю фиксирует прибыль, которая на счету получена. Вы можете как бы в режиме реального времени видеть результаты, которые там получаются. Вот. Самый такой простой, понятный способ, Ну, его самый можно быстро прозрачный, сделать. как бы Самый самый прозрачный, да. прозрачный, в котором вы все видите, всю торговлю изнутри. Да. Второй вариант, когда вы заходите через токен с фиксированной ценой, покупаете его на бирже OneInch, которую я уже говорил. Это по большому счету на самом деле всего лишь альтернатива способа подключения через API для тех клиентов, которые по каким-то причинам фьючерсный счет на Binance завести не могут. Но это в первую очередь все резиденты России, но на самом деле это еще и резиденты UK, Германии, Италии и некоторых других стран. Если в вашей стране торговли на фьючерсах на Binance нет, то вот вам есть токен, который реализует тот же самый функционал, по большому счету, просто через децентрализованную инфраструктуру. За счет этого там нет никакого KYC. Вы заводите кошелек на MetaMask, регистрируетесь на OneInch, это все делается просто в браузере, никто не спросит, откуда вы родом. И, в общем, закупаете эти токены, это все начинает работать. И третий вариант – это вход через токен с плавающей ценой. Это тоже децентрализованная история, тоже MetaMask, тоже DX-биржа, PancakeSwap. Вот. И здесь у нас наконец-то появляется помимо драйвера в виде прибыли, который мы фиксируем регулярно, у нас появляется еще и драйвер роста за счет спроса на токен, который много народу хочет купить, и она постепенно растет в цене. Мы регулярно фиксируем здесь прибыль точно так же. И здесь появляется еще очень важное такое свойство, что из токена с плавающей ценой вы можете выйти в любой момент. Вы можете сегодня купить, пару дней подержать, посмотреть, как это работает, завтра выйти, там, послезавтра, зафиксировать прибыль, понять, что да, меня все устраивает, зайти еще раз. Вот. И в токене с плавающей ценой это прям клевая фича, что вы можете, как бы вы свободны в этом смысле. Там есть так называемый пул ликвидности. Я не буду сейчас детализировать, что это такое за штука, это сложно, вот, но это клевый инструмент, который, чтобы просто, как бы, если в двух словах, это инструмент, который позволяет вам в любой момент зайти и в любой момент выйти. Вот это делается за счет пула ликвидности, Ну, доступного давай, подожди, постоянно в любой момент. для блондинок. Пул ликвидности – это как будто бы хранилище в банке, да, которое гарантирует, что если вы принесли свой вклад, что вы через какое-то время его заберете, что вы уверены, что у банка достаточно там в сейфе условном лежит, да, и на вас хватит. Вот. Только в банке это все непрозрачно, да, вы реально по факту не знаете, где там у него что происходит, а здесь в крипте это все прозрачно. То есть вы видите, сколько в этом пуле лежит денег, соответственно, вы всегда можете быть уверены, вот на мою сумму там хватает или не хватает. Да, у нас там сейчас где-то порядка 50 тысяч USDT лежит в пуле. И если вы, ну, как я уже сказал, тут на очень большие деньги я пока не рекомендую заходить, потому что здесь пока рынок тонкий еще у нас, возможно, сильная волатильность. Но если вы заходите там на штукарь, вы можете быть уверены, что вы в любой момент сможете выйти без сильного проскальзывания и со спокойной душой положить, выйти, как бы вообще ничего не изменится для цены токена в этот момент. Вот это можно поэтому спокойно пробовать. Этот А пул, как он раз виден всегда, есть куча инструментов, с помощью которых вы можете по конкретному токену посмотреть, сколько денег там в пуле лежит. А для сумм как раз крупных, и какие ты считаешь крупными, вот тогда ты бы Ну, скорее стольник, предложил? если у вас 100 тысяч евро, и вы думаете, как бы нам мне зайти в торговлю, то это вот второй вариант с токеном с фиксированной ценой. Либо, если вы можете открыть счет на Binance, на фьючерсах, это подключение через API. Я бы сам порекомендовал сейчас разбить свой депозит на две части, 80% вложить вот в один из, либо в первый, либо второй способ, когда оно спокойно, консервативно торгуется, и 20% денег вложить в токен с плавающей ценой,
чтобы там 40 иксов получить через год. Причем, да, кстати, ты чувствуешь, что мы уже теперь называем консервативной доходность типа 6-30% в месяц. То есть, что по факту является вау доходностью, да? Будем Ну, честны. здесь скорее речь про, даже не про доходность в процентах, а про, я не знаю, как это объяснить, стабильность, что ли, да. Тут все-таки не будет американских горок. В токене, который может расти и падать, все что угодно может произойти, мы как бы не можем же это заранее спрогнозировать. Вот у нас есть драйвер роста, и мы понимаем, за счет чего он будет расти, вот, но по пути будет много всего еще происходить дальше, поэтому это такая история. Супер. Давай тогда финалить уже, что там у нас осталось. Последний слайд. Сколько это стоит? Да, кстати, я ни разу про это еще не упомянул пока. Значит, мы не берем никаких вступительных взносов, никакой фиксированной абонентской платы, ничего такого вообще даже рядом нет. Мы постарались тут выбрать самый честный способ оплаты работы трейдера, который только в принципе существует. Он очень простой. Вы получили прибыль, из этой прибыли 30% нашего вознаграждения. Как бы нет прибыли, нет моего вознаграждения. Поэтому я на 100% заинтересован в том, чтобы у всех наших инвесторов все было хорошо, чтобы всем хотелось вкладываться дальше и вкладываться больше. Вот, поэтому только такой подход у нас. 30% от прибыли, которую зафиксировали наши инвесторы, 30% забираем мы. Вот и все. Ну еще у нас есть реферальная программа, да, вот еще забыл упомянуть, что если вы привлекаете инвесторов, которые подключаются к нам, то мы начисляем 10% вот из нашего вознаграждения, которое мы получили как Zero to Hero, мы из этих денег еще треть, то есть 10% от всей прибыли, которую получил инвестор, мы отдаем рефералам, которые привлекли инвесторов в систему. Тут посчитано примерно реферальное вознаграждение на счет в 10 тысяч долларов. Оно такое условное немножко, но, в общем, Давай я примерно прочитаю, можно так потому что посчитать. Давай. это мой любимый слайд. Я просто действительно очень люблю делиться. Если мне что-то очень нравится, то я и так готова этим поделиться. Если мне за это дадут еще какую-то материальную благодарность, то мне кажется, это вообще прекрасно. То есть, если, например, по вашей рекомендации человек как бы начал работу с нами в торговле на 10 тысяч долларов, то, предположим, в месяц заработалось у него 2000 прибыли, то из них, соответственно, 30% это будет комиссия Zero to Hero, и из них треть, это 200, мы поделимся с вами. Да? Причем важно, что это будет не разовая доходность, а она будет сколько угодно долго, пока счет лежит в торговле. И это работает у нас для первого подключения по API, и, в принципе, работает еще для второго, если, проговори Через это. покупку токена, да, через покупку токена с фиксированной ценой, это тоже механизм, мы вот решили, как мы это поняли, как это все делать, там тоже это все работает. В общем, либо так, если вы подключаете человека, получаете свою комиссию. Если вы рассказываете человеку, он решает покупать спекулятивные токены, то вы, скорее всего, в этот момент их уже купили, и поэтому вы получите свой профит просто от того, что он тоже их купит. В общем, все будут счастливы в этот момент, в любом случае. Угу. Супер. У нас, собственно, у нас уже осталось как начать. Давай еще быстренько вопросик я прочитаю. Давай. Торговля фьючерсами на Binance для россиян пока работает? Она работает неопределенно, во-первых, для очень маленьких счетов, только теперь меньше 10 тысяч долларов, а мы торгуем с плечом. Причем 1x20, поэтому новые счета я бы уже не рекомендовал там сейчас открывать. Как бы в любой момент он у вас может перейти в режим read-only, и сделки делать вы уже не сможете, только закрывать. Вот. Если вы из России, то фьючерсы на Binance вам закрыты теперь. Но если сейчас уже подключено, да, и Да. открыты сделки, то они продолжают быть открытыми. Да, Просто они не они закрывают, но не дают открывать новые. Да, то есть в свое время, когда они прибыльные, они закрываются по алгоритму, все так же, все с ними хорошо, Да. но новая торговля уже не открывается. Так, вопросы давайте как раз можно самое время задать еще.
И давай проговорим про подключение все-таки. Ну, после того, как мы закончим, Ксения пришлет вам набор ссылок в чат, и вы, в общем-то, я вам очень рекомендую подписаться на канал, я туда регулярно пишу все последние наши новости, которые у нас происходят. И первым делом надо, чтобы зарегистрироваться, надо первым делом сходить по ссылке и в Zero to Hero Trading Bot просто зарегистрироваться. Это примерно как e-mail зарегистрировать, знаете, сложность примерно такая же, там фамилия, имя там, и так далее свести. Вот у нас есть техподдержка, все сложные вопросы можно задавать туда, ну, либо Ксении, раз уж мы в этом чате, ей тоже можно, я думаю, все это написать, спросить. Вот. А если вы думаете про покупку токенов, у нас есть подробная инструкция, там, по идее, не rocket science, вы можете самостоятельно пошагово пройти, все это сделать и купить. Вот. Ссылки, я думаю, Ксения тоже пришлет, после того, как мы закончим. Да, я их выложу и на канал, но и в записи, когда запись будет выложена, в описании тоже здесь будут и ссылки на бота, и на инструкцию, и на смарт-контракты. И вот это все. Ну, все. И, кстати, на канале новостей, открой его, пожалуйста, если у вас остались еще вопросы, причем там разного характера и по стратегии, и по каким-то нюансам, да, как это все работает, по подключениям, то вот канал новостей Zero to Hero News, да, первая ссылка, на этом канале можно задавать вопросы в комментах. И вот там Артем отвечает лично на вопросы, регулярно мониторит. Вот. Так, давай я еще раз проверю, как у нас дела с вопросами. Вопросов нет пока. Давайте 2 минуты, если кто-то хочет сейчас срочно что-то задать. И мы будем завершать. Мы молодцы, кстати, мы уложились прямо четко. Тема сложная в целом. Я понимаю, что после того, как вы посмотрели презентацию, пока, наверное, туман, скорее всего, в голове, надо просто по чуть-чуть начинать. Начинайте небольшими объемами, которые вам не страшно. Там 10-100 долларов, я не знаю, у вас какая ваша, 1000 долларов, ваша внутренняя планка, да, у всех разная. Вам нужно просто посмотреть это в реальной жизни, как это работает. И вот как у нас инвесторы, которые в январе начинали с нами, заходили, у них как бы сейчас уже намного проще с принятием новой информации, пониманием, просто потому что они видели уже, копили какой-то опыт, посмотрели, как все это работает. У нас за это время интересные были качели, там биткоин на 30% уже падал, потом отрастал, сейчас опять упал, как бы, и когда ты внутри находишься процесса и видишь, как все реально происходит, то, конечно, уже по-другому все Ну, воспринимается. слушай, тут прямо скажем, что это мир бездонный, да, и очень интересный, и начать в нем разбираться уже пора было вчера, как бы, ну, на самом деле, ну, даже не вчера, сегодня еще нормально, и завтра будет нормально, и не поздно, да, потому что послезавтра уже каждая бабушка будет в этом мире вариться и как бы пользоваться спокойно, просто потому что мир ускоряется, и мир к этому идет. И мне реально гордо, что люди, которые в это погрузились, там еще месяц назад мне писали: Ксения, как мне на Binance зарегистрироваться, ой-ой-ой. А потом пишут: ой, а я уже P2P торговлю освоила, ой, а я уже по инструкции токен купила на децентрализованной бирже. И мне так от этого гордо, что это, по сути, да, ну такое как бы глобальный процесс, частью которого мы тоже становимся. И это тоже очень приятно. Так, значит, вопросы как раз подоспели. Любой суммой можно заходить в токены? Да, токены хороши тем, что вы можете начать с любой суммы. Супер. Как будет фиксироваться рефералка с токеном? Там смотрите, как происходит. Когда человек регистрируется в боте, он при регистрации указывает, во-первых, реферальный ID, а во-вторых, номер своего кошелька MetaMask, айдишник этого кошелька. А блокчейн, он так хитро устроен, что мы для любого айдишника можем посмотреть его содержимое. Оно обезличенное, то есть никто не знает, кто владеет этим кошельком. Но вот если у меня есть этот код из там 15 цифр, я могу в Smart Chain Explorer посмотреть, какое количество наших токенов на конкретно этом счете лежит. И получается, что в тот момент, когда у нас делается
отсечка, мы распределяем прибыль, мы можем посчитать, посмотреть всех держателей наших токенов на этот момент, посмотреть, в какой пропорции мы распределяем прибыль между ними, и, соответственно, этому распределить и вознаграждение для рефералов. Вот это как раз возможность блокчейна позволяет нам сделать. Но это возможно, уточню, да, только для токена с фиксированной доходностью. Да, да. Тот, который с Когда плавающей, там там рефералки как нет. бы... Мгм. Так, понятно ли это? И есть ли еще вопросы? Видимо, мы загрузили всех. Ладно, давай заканчивать тогда. Давай заканчивать. По традиции будем желать всем денег. Много денег. Так, меркантильно, материально, но на самом деле очень-очень понятно и измеримо. И я думаю, что имея деньги понятные, гораздо веселее проживать любые катаклизмы, любые кризисы, мировые какие-то истории. Вот, гораздо приятнее проводить время с своей семьей, с детьми, путешествовать, реализовывать свои мечты. Вот, поэтому деньги нам тут не помешают. И, кстати, да, что круто в этом подходе, что в нашей работе на эту прибыль реально можно жить, ее можно регулярно изымать, да, потому что, многие же привыкли к тому, что инвестиции – это вот надолго, что я положил, и там когда-нибудь через 100 лет на пенсии достану, и вот там уж заживу, да. А здесь, по сути, мы научились и создали модель, в которой можно выводить прибыль регулярно, на нее прекрасно жить, и, собственно, да, как бы деньги ваши работают на вас. Слава богу, что нам технологии вообще в 21 веке позволяют деньги отправить на работу, чтобы они работали и вас регулярно кормили. Да, давай. Так, подожди секунду, еще вопрос. Так, интересно, хоть и не до конца понятно. Это нормально, поэтому лучше прямо, задавать вопрос по ходу дела. То есть вот сделали какой-то шажочек, пусть интуитивный, пусть на небольшую сумму, по нему задали вопросы, разобрались, да? Попробовали еще другую возможность, задали по ней вопросы, уже появился практический опыт, а не просто знание, как бывает, да? А все-таки навык и собственный опыт, его ничем не заменишь. Так, еще вопрос. Имея токен, который без рефералки, можно рекомендовать токен фиксированный? Да, конечно, конечно. Да. Вы просто регистрируетесь перед этим в боте, получаете свой RFID, и это работает для вас точно так же. Да. То есть нужно просто формально пройти регистрацию в боте, все шаги, даже не внося там свой API, да, а просто внести свои данные, у вас уже появится свой ID и появится ваш реферальный код. Так, можно ли заводить 2 кошелька одновременно, MetaMask и Coinbase? По-моему, да, не вижу проблем тут. Это же оба, они оба, я так понимаю, децентрализованные. Если, я не знаю, Coinbase поддерживает ли Binance Smart Chain, но я думаю, что поддерживает. Вот, если кошелек поддерживает Binance Smart Chain, то можно без проблем. Там все это делается без привязки к человеку, поэтому вы можете хоть 10 кошельков с MetaMask иметь, и с каждого из них купить токены. Угу. И, кстати, можно, опять же, да, если пока все непонятно, то можно все 3 способа, на самом деле, использовать. Можно и на Binance подключиться, и токен такой, и токен сякой. Ну, просто на Binance будет ограничение по депо. Ну да. Так, было бы столько денег, вот именно. Я всем желаю, чтобы было столько денег, чтобы столкнуться с ограничением депозита, чтобы вам ваши деньги не умещались в лимиты. Все, давай тогда на этой оптимистичной ноте и закончим. Всем желаю, чтобы ваши деньги было куда вкладывать, чтобы они не умещались и там, и везде деньги. Ура! Всем пока!
Пока. Всем доброго вечера. Пока.